В процессе эксплуатации изделия и металлоконструкции из стали и чугуна подвергаются воздействию различных факторов, приводящих к разрушению поверхностных слоев металла. Коррозионное разрушение, разрушение при трении металла о металл вследствие прямого механического контакта между сопрягаемыми деталями, разрушение под воздействием рабочей среды, абразивный, газоабразивный, кавитационный износ. Для предохранения металлических изделий от воздействия указанных факторов на их поверхность наносят защитные покрытия. Состав и способ нанесения покрытий определяются их назначением и техническими возможностями самого способа. Для защиты поверхности от коррозии чаще всего применяют лакокрасочные покрытия различного состава. Однако такой способ защиты может гарантированно сопротивляться коррозионному воздействию не более 10 лет. Для защиты деталей от различных видов износа на их поверхность наносят слои с особыми свойствами. Как правило, это осуществляется с применением различных способов дуговой наплавки. Однако в ряде случаев наплавку применять невозможно из-за значительного тепловложения в основной металл, что приводит к деформации деталей и изменению его структуры и физических свойств. Решение поставленных технических задач осуществлялось с применением эффективного способа нанесения металлических покрытий с применением технологии электродуговой металлизации, как одной из разновидностей газотермического напыления. Электродуговая металлизация – это процесс напыления покрытия с использованием двух проволок, расплавляемых электрической дугой. Сжатый газ, чаще всего воздух, распыляет расплавленный металл проволок и подает капли металла на поверхность детали со скоростью более 150 метров в секунду, формируя покрытие. Благодаря комбинации высокой температуры и высокой скорости капель получается покрытие с необходимыми свойствами, высокой прочностью сцепления и плотностью. Электродуговая металлизация – это холодный процесс термического напыления, при котором температура поверхности детали не превышает 120 градусов Цельсия. Это исключает изменения в структуре металла и его деформации. Подача проволоки при металлизации производится с помощью двух механизированных электроприводов. Расплавленные металлические частицы, попадая на покрываемую поверхность, сцепляются с ней и образуют сплошное защитное покрытие, толщина которого регулируется числом проходов металлизатора и скоростью его перемещения. Процесс электродуговой металлизации имеет высокую производительность и низкие эксплуатационные расходы. К тому же это безопасный процесс, который не требует использования кислорода, керосина или горючего газа, что уменьшает стоимость покрытия. Технология электродуговой металлизации позволяет наносить на металлические поверхности различные по составу и свойствам металлы и сплавы, обеспечивая получение покрытий с требуемыми физико-механическими характеристиками: коррозионно-стойкие, антифрикционные, кислотостойкие, износостойкие, высокотвердые и другие. Технология нанесения покрытий методом электродуговой металлизации состоит из нескольких этапов: подготовка поверхности под нанесение покрытия, нанесение покрытия, последующая обработка. Подготовка поверхности играет определяющую роль в вопросе получения качественного покрытия и состоит из очистки поверхности от загрязнений, масел и влаги, придания поверхности требуемой шероховатости для увеличения адгезионной прочности сцепления напыляемого металла с основной поверхностью. Для придания поверхности необходимой величины шероховатости могут применяться следующие виды обработки: струйно-абразивная обработка с использованием частиц твердого материала, механическая обработка поверхности, нарезание рваной резьбы, накатка, нарезка параллельных канавок разной конфигурации, электроискровая обработка и другие. Способ обработки поверхности выбирается, исходя из требований к наносимому покрытию, вида и марки напыляемого материала, конфигурации поверхности деталей. При выполнении работ по нанесению антикоррозионных покрытий из цинка и алюминия наиболее предпочтительным является применение струйно-абразивной обработки. При решении задач восстановления изношенных поверхностей деталей типа вал и отверстия в качестве способа подготовки поверхности чаще всего применяется механическая обработка. Характеристики прочности сцепления напыленного слоя после разных методов подготовки поверхности под напыление приведены в таблице. Применение технологий дуговой металлизации для решения рассматриваемых задач осуществляется с помощью
комплекса для дуговой металлизации КЭМ-1, разработчиком и изготовителем которой является предприятие НТЦ «Промавтосварка». По окончании металлизации напыленное покрытие может подвергаться следующим видам обработки. Нанесение нескольких слоев лакокрасочного покрытия поверх антикоррозионной защиты из цинка или алюминия. Механическая обработка, обработка резанием, шлифовка. При решении задачи восстановления геометрических размеров деталей. Пластическая деформация. Термическая обработка. Антикоррозионная защита металлических поверхностей. Для нанесения антикоррозионной защиты на поверхности изделий из стали и чугуна применяют проволоки из цинка, алюминия и его сплавов. По сравнению с лакокрасочными покрытиями, металлизация обеспечивает более высокую адгезию, прочность и стойкость к механическим воздействиям, более длительный срок службы, более высокую надежность за счет двойной функциональности покрытия, барьерная защита и протекторная защита, наличие способности самовосстановления вследствие образования химически стойких продуктов коррозии при локальных повреждениях покрытия. Оптимальным вариантом, обеспечивающим максимально длительный срок эксплуатации, является комбинированное покрытие, состоящее из двух слоев – металлизационного и лакокрасочного. В мировой практике металлизационные покрытия активно применяются для создания надежной и долговременной антикоррозионной защиты металлических конструкций в различных отраслях промышленности. В частности, несущие и ограждающие конструкции мостов, металлоконструкции грузоподъемных кранов, металлоконструкции опор ЛЭП и мачт освещения, корпуса и палубное оборудование судов, гидротехнические сооружения, резервуары для хранения и переработки нефти, металлоконструкции шельфовых буровых платформ, фильтровальное и газоохладительное оборудование в металлургии и прочее. К типовым направлениям применения технологий электродуговой металлизации для восстановления геометрических размеров деталей и упрочнения поверхности относятся: восстановление посадочных мест под установку подшипников качения на валах различных механизмов и в корпусных деталях, восстановление шеек осей колесных пар железнодорожного транспорта, восстановление рабочей поверхности вкладышей подшипников жидкостного трения, напыление бобита, нанесение износостойких покрытий на поверхности узлов, работающих в условиях абразивного и газоабразивного износа, теплообменное оборудование ТЭЦ, узлы металлургического оборудования и другое. Восстановление геометрических размеров изношенных стальных и бронзовых деталей типа втулка. Одним из наиболее распространенных примеров применения электродуговой металлизации является восстановление шеек осей колесных пар. Используя электродуговые металлизаторы и источники питания, недорогие проволоки общего назначения, разработаны технологии, обеспечивающие полное восстановление осей со свойствами на уровне новых. Для восстановления различных шеек осей колесных пар разработаны технологические инструкции, утвержденные Министерством путей сообщения, и созданы специализированные участки металлизации с напылением в вагонных депо на территории России, Украины, Коростень, Беларуси, Казахстана. На железных дорогах стран СНГ внедрено более 40 таких участков. Более 500 колесных пар с опытными осями прошли сетевую эксплуатационную проверку, которая показала великолепное качество покрытия. Одним из примеров использования электродуговой металлизации является ремонт бобитовых подшипников скольжения, компрессоров и генераторов. Широкий спектр материалов для электродуговой металлизации дает возможность выбирать вариант применения наиболее оптимальных покрытий, что позволяет значительно повысить промышленную безопасность и получить экономический эффект за счет оптимизации затрат на нанесение защитных покрытий, а также за счет увеличения межремонтных циклов и уменьшения объемов ремонтных работ. Применение технологии электродуговой металлизации регламентируется рядом национальных и международных стандартов. Благодарим за внимание и надеемся на сотрудничество.